Я могу начинать уже говорить об умных вещах. Такая вздохнула. Мы закончили нашу процедуру, и все, потеряла мысль. Ну, надо платье показать в конце, это концов. Надежда Парамонова, эксперт в области перманентного макияжа, профессиональный визажист. Автор и преподаватель базовых курсов по перманентному макияжу. В профессии более 8 лет. Создатель уникальных авторских техник микроблейдинга и аппаратных волосков. Многократный участник, спикер и судья на чемпионатах, конгрессах, конференциях. Обладатель Всероссийской премии Interpermanent Awards 2021 года в номинации «Лучшие техники». Всем привет! Вы на канале Hanafi Color Pigments. Меня зовут Надежда Парамонова, и сегодня у нас процедура коррекции. Мы используем пигменты Амстердам номер 2 из минеральной линейки. У нас после первичной процедуры прошло 1,5 месяца, и, собственно, делаем коррекцию. Что мы выполняем на процедуре коррекции? Мы смотрим, какое у нас приживление, какой у нас остаток в коже, и, соответственно, от этого отталкиваемся. На данном этапе нам необходимо дотянуть наши волоски, больше распушить бровки. И так как у нас была аллопеция, у нас немного неравномерная видимость от левой брови и правой брови. Соответственно, на левую бровь мы будем сейчас чуть больше доставлять волосков и делать более насыщенную ее и более пушистую. Для чего нужна коррекция? Коррекция – это второй этап процедуры. То есть наша процедура волосковой техники имеет 2 этапа. Это основная процедура и процедура коррекции. На коррекции мы доставляем те волоски, которые у нас не прижились, и допушаем бровку. Дополняем ее плетениями и по желанию клиента именно ее расширяем. Можно дотянуть волоски, сделать бровь более пушистую. Когда вы приступаете к коррекции, вы можете также карандашиком доставить сначала те волоски, которые не прижились и которых, как вам кажется, не хватает, чтобы изначально посмотреть, насколько бровь будет пушистая. Либо вы сразу приступаете к работе, если уже у вас выработанная насмотренность и вы понимаете, какой волосок вам нужно добавить. Я сейчас добавлю немного волосков, чтобы посмотреть, как это все будет по пушистости. Дотянуть, я повторюсь, да, у нас аллопеция, и нам необходимо сейчас максимально приблизить нашу левую бровь к правой брови по насыщенности, по росту волосков. И прошу отметить, что после первичной процедуры у нас наша левая бровка, на которой отсутствовали полностью волоски, она у нас стала пушистенькая. Это очень-очень важно и очень приятно. Да, Карина? После процедуры прошел месяц, мне стало намного комфортнее, появилось достаточно времени с утра. Можно умыться и выходить из дома, а не как раньше проснуться и думать, кто есть в квартире, кто меня такой увидит. Стало легче выходить в люди, не думаю, что что-то где-то стерлось, потекло и так далее. После самой процедуры по уходу не пришлось ничего особенного делать. На следующий день проснулась, как обычно, и пошла на работу. Я сейчас доставлю небольшие волоски, так как у нас заживление наших бровей примерно на 80%, что дает очень хороший результат. Нам нужно доставить немножечко волоски в основании, да, вытянуть их и сделать бровь более пушистую. И немножко сравнять левую бровь с правой бровью. Когда вы прорисовываете карандашом волосок, вы также кожу тянете, потому что прорисовка карандашом должна быть такая же тонкая, как и линия самого волоска. Я ставлю те волоски, которые у меня плюс-минус будут держать сейчас каркасик. Прям так вытягиваю. Сейчас я перейду на левую сторону и тоже там посмотрю. А что мы можем еще сделать на коррекции? На коррекции, когда вы работаете в волосковой технике, особенно когда у нас аллопеция, то мы можем добавить переплетение. То есть изначально, когда мы прорисовываем волоски, много плетений делать нежелательно, потому что они могут подплыть в коже и
уйдет вот эта вот легкость брови. Плюсом мы не знаем, какой остаток у нашего клиента будет на коже. То есть остаток, он зависит, конечно же, от технического выполнения процедуры, и на 50% он зависит от ухода, который выполняет наш клиент. И о уходе нужно всегда все четко проговаривать. Я доставила волосочки. Чаще всего я их доставляю больше для клиента, чтобы клиент уже мог посмотреть и чтобы уже было понятно, как она будет выглядеть. Мы приступаем к нашей процедуре коррекции. В работе я буду использовать пигмент Амстердам, это номер 2, из нашей минеральной линейки. У нас, по сути, все то же самое. То есть мы также с вами тянем кожу, да, на 3 равные части, большим пальцем, указательным пальцем и мизинчиком на себя. То есть мы растягиваем ту область, в которой мы работаем. Мы не тянем всю бровь, от этого толку не будет никакого. И поехали. При работе волосковой техники я не использую первичную анестезию, так как это просто занимает время. И по ощущениям для клиента это абсолютно не больно. Карина, тебе больно? В работе волосковой техники я чаще всего работаю иглами 30-ка либо 35-ка. Скорость на блоке у меня плюс-минус варьируется, но чаще всего это где-то 5,2, 5,5. Но скорость на блоке должна соответствовать скорости вашей руки. Я сейчас прохожусь по волоскам, которые я отмечала на эскизе. Это те волоски, которые где-то не подприжились, те волоски, которые нужно сделать немного поярче. Вторичную анестезию я буду наносить после полного первичного прохода. Она будет убирать красноту, будет убирать какие-то болевые ощущения, если они присутствуют для клиента. И для мастера будет немного выбеливать кожу, и вы будете лучше видеть уже свой первый проход, и вам будет комфортнее работать. Когда вы работаете с волосками, вы должны удобно сидеть. То есть у вас никогда не должна рука быть на весу, у вас всегда должна быть опора. Эта опора может быть либо на кушетке, да, ваш локоть должен быть всегда стоять на опоре, либо когда угол наклона иглы меняется, я могу выставить свой угол на плечо клиента. И прохожу. В волосковой технике я работаю и минеральной линейкой, и органической нашей линейкой. Зависит от кожи, от эффекта, который хочет наш клиент. В целом и минеральная и органическая линейка очень хорошо заживает. Когда мы работаем минералами, наш штрих немножечко поплотнее. Это очень важно. Я сделала первый проход на правой брови и перехожу к левой. Когда вы работаете на левой брови, вы должны понимать, что у нас здесь идет костная часть. Мы всегда бровь натягиваем наверх и уводим отсюда, потому что иначе у вас могут получиться в этой области засаженные волоски. Когда вы рисуете волосок, вы продвигаетесь очень медленно. Ваша иголочка должна еле-еле касаться кожи. Насыщение волоска зависит от количества проходов. Мы нанесли анестезию, и я приступаю к нашему второму проходу. На втором проходе я буду сейчас распушать нашу головку брови, дотягивать волоски и расставлять акценты. Если вы сразу хотите расставить акценты, у вас может получиться такая история, что ваши все волоски будут одного оттенка. А мы должны помнить всегда о том, что наши волоски должны быть объемными. Объем достигается тем, что мы уплотняем по цвету наши волоски внутри брови. И вытягиваем начало волоска, делаем его на вылет. Что можно выполнить на коррекции? Во-первых, когда клиент уже проходил месяц, он четко понимает, что ему нужно от своих бровей. Пожелание нашего клиента выровнять по цвету и добавить именно объем на основание. Что мы сейчас будем делать? Когда мы переходим к части брови в основании, мы голову клиента всегда немножечко разворачиваем. И разворачиваем чуть-чуть углом на себя. Первый вариант: вы можете перекатиться и сесть сзади клиента, либо вы можете повернуть голову, что будет тоже достаточно удобно. Ваше движение всегда идет на себя. Очень удобно заполнять основание, сидя за головой клиента. У вас полностью есть опора в локтях, клиент поднимает немножечко подбородочек наверх, и у вас, во-первых, вы видите все веерное раскрытие брови, и
Плюс вам удобно в работе, то есть вы ведете волосочек на себя. Выставляя волоски на основании, приближенные уже ближе к переносице, всегда делайте очень легкие. То есть они по насыщенности не должны быть такие же, как волоски внутри брови. Ваш штрих должен быть достаточно короткий. Если ваш штрих очень длинный, у вас будет получаться только пудровый волосок. Но, соответственно, он также заживет. Волосок в основании бровей должен быть чуть-чуть скруглен. Это создает такую легкость в основании. Когда вы работаете на минеральной линейке, вы должны понимать, что необходимо время на то, чтобы цвет проявился. Хотя бы там 10-15 минуточек, чтобы пигмент проявился в коже. По промокоду, который вы видите на экране, на нашем сайте Hanafi Colors, вы можете приобрести нашу продукцию со скидкой. Когда распушаете основание, ставьте волоски на определенном расстоянии. То есть их очень много не должно быть в начале брови, так как у нас основной акцент идет на середину бровки. Я работаю пигментом Амстердам, он по заживлению нам будет давать красивый русый оттенок. По сути, когда вы работаете в волосковой технике, ваше движение должно быть такое же, как при напылении. Просто вы его сокращаете длину вашего штриха. Игла должна касаться легко кожи, самым ее основанием. Вы не пытаетесь прорисовать волосок, вставив иглу, и провести ее внутри в коже. Иначе у вас получится рубцовая ткань и заглубленный оттенок при заживлении. Мы практически заканчиваем нашу процедуру. Я сейчас буду на основание добавлять пушковые волоски, высаживать клиента и смотреть, насколько нужно добавить по насыщенности на нашу левую бровку, так как у нас аллопеция, и наша задача была выровнять именно по цветовой левую к правой. Я совсем не жалею о том, что приняла такое решение. На работе женский коллектив знал, пришли смотреть, и все были удивлены там. Вау, вообще незаметно, что это нарисовано. У нее прям волосы там нарисованы, так рассказывала. Я думала, все там говорили, думала, будет просто там, линия одна там, это и все. А в итоге потом другая подбежала смотреть. Мне уже нахвалили, покажи. То есть всем понравилось. Я забыла, что у меня когда-то не было бровей. Мы закончили нашу процедуру коррекции. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока.